Всем привет! Зовут меня Миха, и этим видео я хочу начать некую серию видеоматериала по ремонту микроволновок. Так как я занимаюсь этим в качестве хобби, и сломанные микроволновки у меня бывают не всегда, то какую-то периодичность я не обещаю. А по мере поступления каких-то новых устройств, новых микроволновок, буду снимать новое видео, буду его выпускать. Будем рассматривать какие-то типичные для различных микроволновок проблемы и их решения. В данном случае у меня попалась вот такая микроволновка фирмы Sharp. Довольно-таки типичная проблема у микроволновок. Это в том, что они включаются, горит свет, как бы она шумит, но не греет. Это мы сейчас разберем. Перед началом любого ремонта нам нужно понять проблему. Для этого нужно проверить саму микроволновку. Настоятельно рекомендую использовать вот такую переноску, чтобы вы могли включить устройство, и при какой-либо неисправности у вас была возможность моментального отключения. Для того, чтобы проверить, греет ли микроволновка, нам достаточно включить ее, открыть дверку, поставить туда стакан с холодной водой, закрыть и включить ее секунд на 15-20. Пусть она погреет. Как мы видим, микроволновка подает все симптомы ее жизни. То есть она крутится, она гудит, у нее горит свет, но она, скорее всего, не греет. Чтобы проверить, мы просто можем достать воду и попробовать ее на вкус. Она вообще никак не нагрелась. Тогда приступаем к ремонту. Для этого в первую очередь выключаем переноску, отключаем микроволновку от сети, достаем стеклянный поддон. Если достается эта штука, тоже можно достать, чтобы потом в процессе ремонта ее не разбить. Далее нам нужно раскрутить все болты, к которым крепится крышка к корпусу. Также они часто бывают сбоку. Далее можно снимать крышку. Для этого просто берем за крышку и тянем ее на себя. Далее, очень важно. В первую очередь вам нужно разрядить высоковольтный конденсатор. Это делается такими пассатижами, которые вы просто соединяете двумя концами пассатиж. Два контакта на конденсаторе. Делать нужно осторожно и быть готов к тому, что она может заискриться. Просто замыкаем два контакта, и если ничего не искрится, все хорошо, он разряженный. Бывают ситуации, когда сгорает разрядочный резистор или диод, и тогда он разряжается, и на нем может находиться 4000 вольт, а это может быть смертельно. Теперь мы можем не бояться, что нас ударит током, и мы можем спокойно рассмотреть устройство микроволновой печи. Все начинается с кабеля питания. С кабеля питания приходит напряжение на своеобразный модуль питания, с которого распределяется напряжение на различные элементы цепи. Это самое типичное устройство микроволновки. Другие, в принципе, я тоже видел, но сильно они не отличаются. Далее у нас идет контроллер, которым вы управляете через переднюю панель с кнопки, с механических регуляторов и так далее. На нем есть различные реле, которые включают трансформатор. Он повышающий, то есть он повышает напряжение до 4000 вольт и подает напряжение на магнетрон. Также тут у нас есть конденсатор высоковольтный, разряжающий диод для этого конденсатора, предохранитель и вентилятор. В принципе, вот и все. Но мы также можем учесть, что тут есть различные микрокнопки для закрытия дверей, датчики температуры, лампочка и моторчик для поддона. Но это все мелочи. В данном случае нас интересует, почему у нас не греет микроволновка. Самая для этого распространенная причина – это сгоревший предохранитель. Он находится здесь. То есть он находится между трансформатором и конденсатором. Для начала нам нужно его оттуда отсоединить. У таких коннекторов есть вот такой фиксатор. Чтобы отсоединить его от элемента цепи, его нужно нажать. Допустим, плоскогубцами. Тогда можно свободно его вытаскивать. Поэтому нажимаем там на этот фиксатор и вытаскиваем. Все очень просто. Вот у нас предохранитель. Далее мы проверяем этот предохранитель. Это можно делать двумя способами. Первый визуально, то есть просто, допустим, его открыть и посмотреть на него. И вот мы видим, что он разорван. Нормальный предохранитель целый выглядит вот так. С пружинкой. Это специальные предохранители, которые можно купить где-нибудь на eBay или на AliExpress.
Я, по-моему, брал 10 штук, что-то около 5 евро. Данный предохранитель рассчитан на 5 киловольт, 650 миллиампер. Второй же способ — это проверка мультиметром. Для этого мы ставим мультиметр в режим прозвонки. Для проверки соединяем два щупа, слышим писк, и ставим эти два щупа на предохранитель. Соответственно, никакого пикания у нас нету. Следовательно, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что предохранитель у нас сгоревший. Для уверенности давайте проверим целый предохранитель. Также ставим два щупа на оба конца предохранителя и слышим характерный писк. Этот целый. Для того, чтобы отремонтировать микроволновку, нам нужно вытрясти старый предохранитель и поставить туда новый. В данном случае вытащить мы туда его не сможем, потому что тут все намертво припаяно. Итак, так как мы не можем отсюда вытащить этот предохранитель, мы посмотрим, есть ли какие у нас другие варианты. Для этого я посмотрел у себя в гараже несколько разных предохранителей. Какие они бывают? Бывают вот такие корпуса. Такой корпус мы уже знаем. Он просто раскручивается, и там уже впаянный предохранитель. Также они бывают вот такие, например, куда он просто втыкается, вы можете отсюда его достать, поставить другой. Бывает просто впаяны вот намертво, просто контактом припаяны провода. Бывают вот такие корпуса, которые вы тоже можете открыть, поставить на предохранитель и опять его как бы закрыть и подключить как надо. Конечно же, хорошо брать те предохранители, которые с корпусами, вот такие, допустим. То есть не вот такие, то вот такие вы можете как-то замкнуть на корпус, и, собственно, это будет короткое замыкание. Я думаю, это как-то не лучший вариант. Я бы взял в данном случае вот такой вот предохранитель, потому что у нас стоял там такой же. И мы просто поставим аналогичный, и все. Теперь мы просто берем и ставим новый предохранитель на место старого. Теперь нам остается только проверить. Для этого я опять же рекомендую накинуть крышку. Включить провод в переноску. И включить ее. Как мы видим, микроволновка работает, мы ничего не сломали. Далее ставим на место все, что мы туда вытащили. Ставим на место стакан с водой. Закрываем, и мы пробуем его запустить. Пробуем. Да, вода стала теплой, микроволновка стала греть. Далее нам остается только все обратно собрать. И на этом ремонт может считать законченным. Но на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели меня. Хотите, можете подписаться. Может быть, тут будет что-то еще новое. Может, какие-то другие устройства будем рассматривать. Посмотрим, какие будут отзывы. Всем пока!